Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на канале Сад Огород своими руками. В этом видео я хочу рассказать вам о том, как можно существенно повысить плодородие почвы, особенно если это плодородие с годами уже истощилось. Мы вносили с осени в наши грядки суперфосфат. Это хорошее фосфорное удобрение, которое вносится либо с осени, либо ранней весной. Вот если вы не внесли осенью суперфосфат, то можете внести его за месяц, за полтора до высадки растений в открытый грунт из расчета 40-60 грамм на 1 квадратный метр. Мы сегодня будем вносить удобрение калий-маг. Это калийно-магниевое удобрение, то есть в составе него калий и магний, что даст растениям внесение ранней весной вот этого удобрения. Кстати, калий-маг можно вносить как осенью, так и ранней весной за месяц, за полтора до высадки растений в грунт. Друзья, вот фосфорное удобрение для помощи в развитии растений, корневой системы, для набора растениям энергии, чтобы растения лучше росли. Вот фосфор мы внесли под перекопку, потому что фосфор это маломобильный элемент, рассыпав просто его по поверхности, мало будет толку от него. Фосфор мало перемещается, мало мигрирует по почве, несколько буквально сантиметров. Поэтому, чтобы корневая система взяла суперфосфат, его нужно прикопать. То есть под перекопку вносим. Точно так же калий-маг будем перекапывать сейчас. Вот фосфор для развития корневой системы и энергии роста растений, а калий нам будет помогать. Вот растения будут лучше переносить стрессы, похолодание, подсушивание какое-то. Лучше будут закладываться генеративные органы на растениях, то есть почечки, плоды впоследствии и все такое прочее. Много за что отвечает калий, но основное вот я назвал. И магний, друзья, вот магний у нас как раз-таки это центральный атом молекулы хлорофилла. То есть если в почве мало магния будет, то растение никогда не будет изумрудно-зеленым. Оно будет желтеть, и непонятно будет, от чего оно желтеет, друзья. Магний как раз-таки нам поможет, чтобы в растении было много хлорофилла, много зелень. Вот в сочетании это одни из самых важных элементов питания. Фосфор, калий и магний. Хотя магний стоит на 4-м месте, вот на 1-м стоит азот. Но азот под перекопку мы не вносим, потому что азот, смотря в какой он форме, он может либо вымываться с дождями глубоко в почву, и растениям толку от азота не будет, либо он может испаряться, если в аммиачной форме, да, под воздействием испарения. Селитру, либо карбамид мы будем вносить потом уже под растение. Под перекопку мы их не вносим, а фосфор, калий и магний можно как раз-таки заранее обеспечить почву этими элементами питания. Поэтому, друзья, еще раз, вот давайте подытоживая все, чтобы было более понятно и не растянуто. Если не вносили фосфорное удобрение с осени, то ранней весной за месяц, за полтора можно внести и фосфорное удобрение суперфосфат, либо двойной суперфосфат из расчета 40-60 грамм на квадратный метр, плюс калиево-магниевое удобрение из расчета 45-50 грамм на квадратный метр. В одной столовой ложке приблизительно 20 граммов удобрения. У нас в этой грядке 2 квадратных метра. И все это перекапываем на глубину штыка лопаты. Внесли калий-маг по всем грядкам. Сейчас я это все буду перекапывать, чтобы обеспечить растения калий-магниевым удобрением. Если у вас нет такого удобрения, то ссылочку на него я оставлю внизу в описании под этим видео. Можете перейти, заказать у Татьяны Викторовны. Она вам с удовольствием его вышлет. А на этом видео закончу. Всем желаю высоких урожаев. До встречи!